Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке будем вязать клатч из рафии SP, и используя вот такой вот фермуар. Размер фермуара, смотрите, длина его 30 сантиметров. В таком разложенном виде ширина получается 17 сантиметров. Фермуары бывают разные, можно использовать и поменьше. У меня будет вот такой большой. Еще нам понадобится крючок номер 3. Так, также нам понадобится маркер. И для уплотнения донышка я буду использовать канву. В описании напишу, сколько необходимо вам мотков рафии. Это у меня рафия SP, цвет солома. Сколько необходимо на такую сумочку клатч, я все напишу в описании. И напишу реквизиты, где я все это покупала. Все покупала на Wildberries, и рафию, и фермуар, и канву. Урок будет максимально простой, то есть он идеально подойдет для начинающих рукодельниц, потому что донышко мы не будем вывязывать прямоугольник идеальный, да, мы не будем формировать эти уголки, мы просто по прямой плотным узором свяжем дно и укрепим канвой. И далее просто по спирали столбиками без накида мы будем вязать наши стенки нашей сумочки. Итак, приступаем. Сейчас все расскажу и покажу. Итак, изначально начинаем мы с вязания донышка. Донышко должно быть прямоугольной формы, таким же размером, как и наш фермуар в открытом виде. Итак, нам необходимо набрать 29 воздушных петель. Набираем 1, 2. Крючок у меня это номер 3, но если по желанию вы можете также вязать крючком номер 3,5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 воздушных петель. Разворачиваем наше вязание. Будем вязать за перемычки, столбики без накида. Первый столбик пропускаем, петля подъема у нас. За вторую перемычку провязываем столбики без накида. В первом ряду их должно получиться 28, так как 29 петля это была у нас петля подъема. Первый ряд это у нас просто столбики без накида. А далее я вам покажу, как вязать самый плотный узор. Самый идеальный вариант для любых сумочек, для которых надо вязать донышко. Будь то прямоугольное, будь то овальное донышко, чтобы не вывязывать эти прибавки. Хотя у меня есть на канале мастер-классы, как вязать идеальный овал, идеальный прямоугольник. Но предлагаю для новичков, даже и не только для новичков, именно этот вариант. Он самый простой, он всегда получается. Так, вяжем до конца первый ряд. Итак, первый ряд провязала. Смотрите, как вам померить, сколько вам необходимо. Может быть, вы со мной вместе в плотность не попадете. То есть вы не цепочку меряете из воздушных петель, а когда провязали первый ряд, то есть и у вас вот это ваше немножко его вот так вот подтянули, совсем чуть-чуть. И вот это полотно должно полностью захватывать вот эти дужки фермуара. Видите, оно полностью его закрывает. То есть у нас донышко должно быть такого же размера, такой же прямоугольник, как наш фермуар. У меня это получается 29 воздушных петель, одна из которых петля подъема, то есть рабочие 28. 28 столбиков, вот первый ряд. И теперь покажу, как вяжется плотно этот узор. Переходим на второй ряд, воздушная петля. Смотрите, вязание держим вот таким вот образом. Захватываем, вот у нас наша полная петелька, да, мы захватываем только заднюю полупетлю. И полупетлю, оставшуюся от наших вот, и полупетлю от воздушной цепочки. Хвостик тоже можно одновременно ввязывать.
Захватываем заднюю полупетельку и полупетлю нашей цепочки. Вот таким вот образом. Одновременно прячем хвостик. Мы вяжем второй ряд. Он именно вяжется за полупетлю нынешнего ряда и полупетлю предыдущего ряда. Когда буду вязать третий ряд, покажу более наглядно, потому что здесь полупетли у нас еще от воздушной цепочки. Вяжем до конца второй ряд, покажу, как провязать последнюю петельку и перейти на новый ряд. Итак, довязываем второй ряд. Смотрите, последняя петелька наша. Опять же, мы ее провязываем тоже за полупетли. Провязали. Далее, вот мы не разворачиваем, как обычно вязание, а вот таким вот образом повернули для удобства на себя. Воздушная петля, и третий последующие ряды вяжутся точно таким же способом. Мы берем, вот наша вся петелька, да, мы берем только заднюю полупетлю и полупетлю оставшегося предыдущего ряда и вяжем столбики без накида. Все последующие ряды вяжутся точно так же. Самый идеальный вариант для вашего донышка, потому что донышко получается плотным. Если вы вяжете из шнура, то даже не надо укреплять канвой. Но в данном случае, так как это рафия, мы все-таки воспользуемся канвой. Я вам потом покажу, как я это сделаю. А на данном этапе просто вяжем прямоугольник такого же размера, как наш фермуар. Я сейчас еще довяжу третий ряд, покажу, как провязывается последняя петля. Итак, смотрите, ничего только не напутайте. Вот последняя петелька. Вот эту вот перемычку мы вот так вот сдвигаем, если она у вас прям на петельку находит, да. И мы опять же провязываем за полупетлю этого ряда и полупетлю предыдущего ряда. То есть вот эта перемычка у нас должна быть вот здесь. Не путайте. Видите, она иногда вот так вот на петельку набегает. Вот ее отодвинули и за полупетли провязали. Провязали. Опять же воздушная петля и полупетля задняя настоящего ряда и полупетля оставшаяся предыдущего ряда. Так вяжутся все ряды, все последующие ряды. Если думаете, что можете запутаться, просто считайте ваши провязанные столбики. У нас их должно быть, ну, по крайней мере, в моем случае, 28. Если у вас другая плотность вязания, я вам говорила, как померить. Мерите со своим фермуаром. То есть уже когда вы провязали хотя бы просто один ряд. Итак, вяжем прямоугольник необходимой высоты. Итак, смотрите, я свое донышко связала, отпарила, да, вот так, ширина у нас получается 16 сантиметров, высота 30,5 сантиметров. То есть, если брать наш фермуар, видите, он ровненько сюда помещается. Итак, и это у меня получается 76 рядов. Ряды считаются вот по этим вот перемычкам. То есть они считаются и по этой стороне, и по другой стороне, и плюсуются, потому что это получается двойное полотно. В принципе, вы канву можете использовать по желанию, но я буду ее пришивать, но дно и так даже для рафии очень плотное, а тем более если будете вязать из шнура, то даже канвы не надо. Но чтобы как бы наше донышко было таким красивым завершенным краем, да, смотрите, последний рядочек здесь, вот чтобы не было вот такого вот, мы опять же за заднюю полупетлю и полупетлю оставшегося предыдущего ряда просто проходимся соединительными петельками. Все, просто чтобы у нас красивое было донышко. И далее мы еще пройдемся по всему периметру. Сейчас я вам покажу просто столбиками без накида. Довязываем соединительной
строчкой, чтобы, ну, просто был вот такой завершенный вид вашего дна. Провязываем последнюю соединительную петлю. Далее мы наше прямоугольное донышко обвяжем столбиками без накида. Так, в угол сюда, смотрите, провязываем. Прям в угол мы провязываем сразу же 1, 2, 3. 3 столбика без накида. Итак, по длинной стороне я буду набирать 37 столбиков без накида. То есть каждый столбик соответствует провязанному ряду. Вот, чтобы увидеть ряд, смотрите, каждый ряд можно по перемычке как бы отследить. И вот так вот по прямой я провязываю вот так столбики. Вот у меня было 1, 2. Смотрите, там, где идет перемычка, чтобы не перепутать. Тогда у вас точно будет 37 столбиков. 3, 4, 5. То есть каждый столбик соответствует провязанному ряду. По длинной стороне провяжу 37. В уголочке снова 3 столбика. По короткой стороне 27. По короткой здесь легко вязать вот за эти вот петельки. Тут сразу они видны. Итого, если мы посчитаем, то есть в каждом углу у нас будет по 3 столбика, по длинной стороне 37, по короткой 27. Итого при обвязке у вас должно получиться 140 столбиков без накида. Сторон рафию обрезала. Смотрите. Формируем красиво последнюю петельку. Все, вот это будет у нас изнаночная сторона. Здесь этот хвостик мы спрятали. И пройдемся сейчас паром, чтобы выпрямить наше донышко. И покажу, как пришить канву и какого размера я ее вырезала. Сейчас все покажу. Итак, смотрите. Вот наше лицо. Вот изнанка. Да, канву обрезаем немножко меньше по размерам, то есть чтобы она не заходила на линию вот нашей последней обвязки, ни с одной, ни с другой стороны. И я просто, так как ниточку мы уже обрезали, я просто сейчас покажу, как я буду присоединять эту канву. Можно вот так вот ровно сложили, в принципе, можете себе маркерами зафиксировать, чтобы она никуда у вас не убежала. Начинаем с самой первой ячейки. Просто соединительными петельками. Это в том случае, если вы будете присоединять канву. И это делать не обязательно. И вот так вот в каждую ячейку вы нащупываете отверстие. С лицевой стороны этого всего не будет видно совсем. Вот, чтобы не заходило, можно как раз таки, вот частично приходится на места, где мы делали обвязку. Сейчас покажу, как с лицевой стороны, там вообще ничего не видно. В каждую петельку старайтесь, здесь ячейки 4-5 миллиметров, то есть это очень удобно, они не маленькие. И вот так вот по всему периметру соединили. Теперь смотрите, как выглядит на лицевой стороне. На лицевой стороне у нас вот наш шов, практически ничего не видно. Все. Итак, если вы так же, как и я, присоединяете канву соединительными стежками, присоединили по всему периметру. Итак, у меня все готово. Вот так выглядит наша изнанка.
Все, больше здесь ничего не делаю, так как у меня моя сумочка будет в любом случае, она с подкладкой. Поэтому так оставляем. Вот это наше лицо. Нигде не видно место соединения. Все, теперь донышко уплотнили, переходим к стенкам. Так, и теперь начинаем вязать стенки, серединки, боковинки, которая маленькая боковинка, узкой боковинки. Стенки будем вязать по спирали. То есть мы не будем закрывать каждый ряд и будем вязать просто столбики без накида. Под каждую косичку без каких-либо прибавок. Просто вяжем столбики без накида. Все, прибавки в углах мы уже делали, когда обвязывали наше дно. Теперь по спирали просто вяжем столбики без накида. Итак, я провяжу первый ряд, да, и покажу просто, как я по спирали перейду на другой ряд. Итак, провязали первый ряд. У нас получается 140 столбиков без накида. Далее вяжем без закрытия ряда. То есть, смотрите, вот отсюда мы начинали. Просто переходим сразу и вяжем второй ряд. Здесь просто поставим маркер, что здесь у нас начало ряда. Все, никаких и просто по спирали, никаких закрытий ряда, просто под косичку мы провязываем столбики без накида. Далее вяжем вот так вот по спирали. Вяжем необходимую нам высоту. Я свяжу, скажу, сколько это у меня будет рядов. И померим сантиметром. Вяжите самостоятельно. Итак, я провязала 38 рядов. Это в высоту у меня получается 23 сантиметра. Сумочка клатч в данном случае получится без складочки. То есть ровно по размеру фермуара. Если же вы хотите, чтобы была складочка, то когда вот здесь по прямой, по самой длинной стороне набираете петли, просто сделайте больше. Вот у меня их по длинной стороне 37, вы сделаете, я пробовала, 55. Будет маленькая складочка. Если делать еще больше, складочка чуть побольше. В данном случае сумочка клатч без складочки будет, то ровно по размеру фермуара. Смотрите, последний 39 ряд. Да, мы пройдемся соединительной строчкой. То есть просто заходя под косичку, пометим, где у нас первая петля. Просто под косичку с соединительной петлей. Вот таким образом мы как бы укрепим стенки. И когда мы будем пришивать потом к фермуару, то есть мы будем пришивать только за вот эту верхнюю косичку, а вот это будет идти как отделочная строка, наша соединительная строчка. Все, провязывайте соединительной строчкой целый ряд. Дальше расскажу, что делать. Итак, провязали ряд соединительной строчкой, да, закрываем последнюю петельку. Я уже обрезала свою рафию. Вытягиваем и формируем красивую петлю, искусственную петельку такую. Все, здесь заходим с изнаночной стороны. Все, и хвостик наш изнутри прячем. На данном этапе я наполняю свою сумочку чем-нибудь плотным, чтобы просто пройтись по кругу, отпарить рафию. Далее я шью подкладку сюда с карманчиком, пришиваю. Данный этап не буду показывать, как шить подкладку. Тут кто на что гораст и что кому нравится. Я уже покажу готовый вариант с подкладкой, да, просто покажу вам, как пришить фермуар. Поэтому я ушла шить подкладку. Итак, смотрите, я шила подкладку.
У меня подкладка льняная. Теперь что я делаю? Беру сумочку, да, и выделяю в ней углы. То есть, ну вот на середине короткой стороны мы обнаружили середину, да, и просто можно взять, натянуть и зафиксировать маркеры. Если хотите, вы можете считать. То есть, зная, что у нас всего 140 столбиков, просто посчитать на одной и на другой стороне по 70 столбиков, чтобы было, и зафиксировать маркерами. Далее берем наш фермуар и я его просто вот такими кусочками рафии сейчас здесь зафиксирую, покажу вам и покажу, что мы будем делать дальше с фермуаром. Смотрите, как я присоединила свой фермуар. И сейчас с каждой стороны, сейчас мне просто нужна иголочка и моя рафия. Я вот с самого краешка, чтобы болты у нас оставались, то есть мы их не задействуем, мы идем под косичку. Смотрите, вот эта косичка отделочная внутри у нас остается. Мы идем просто под косичку. Хвостик здесь оставлю, мы потом его заправим внутрь. Можно вот так вот рафию расправлять. Теперь, потому что мы будем оплетать наш фермуар. И вот таким вот образом под каждую косичку я буду делать, оплетать где-то по 3 раза. То есть просто сейчас иголочкой мы заполняем наш фермуар. Вот так вот расправляя нашу рафию, чтобы она красиво ложилась. Под каждую косичку я пропускаю рафию по 3 раза. Вы можете интенсивность выбирать сами, то есть смотреть, как заполняются ручки. И идем вот так по одной стороне до болтика. Болтик мы оставляем, вот эти вот болты, да. Потом переходим на другую сторону. Все, самостоятельно это делаем. Итак, смотрите, какие получились ручки. Кроме того, что я под каждую косичку оплела по 3 раза, я еще потом прошлась по всему периметру, да, чтобы на наших ручках нигде не выступал наш железный фермуар. Смотрите. Вот как выглядит, вот как она закрывается. Когда сумочка наполняется, она устойчиво стоит. Она, в принципе, и так стоит, благодаря тому, что донышко у нас на конве. Итак, если полезен был мой видеоурок, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.